Всем привет! Сегодня у меня полезный сюжет про свечи Denso TT оригинальные и про то, почему я всегда рекомендую ставить именно те расходники, которые на авто стояли с завода. Свечи, фильтры и прочее. Произведен этот комплект в Японии, 100% оригинал. Рекомендую досмотреть до конца видос, потому что за минуту нереально показать и объяснить все то, что я хочу донести. Вначале покажу, как выглядит оригинальный Denso. Каждая свечка в индивидуальной упаковке. Вот скан-код есть. Саму упаковку в целом и свечи. Потому как немало подделок. Один из следующих сюжетов покажу про поддельные свечи. Прям про откровенную подделку. Вот у нас серия ТТ отличается именно такой особенностью электродов. Напайкой, а точнее выштамповкой к низу бокового электрода, направленного к центральному. Электроды защищены пластиковым колпачком. Это у нас XUH22TT. Продавцы чаще всего рекомендуют их для корейских авто, таких как Hyundai Elantra, Kia Cerato, ну все вот эти соплатформенные, одноплатформенные Kia Ceed, Rio и так далее, Solaris. Интересно, что отзывы на эти свечи разнятся примерно 50 на 50. Кто-то более-менее доволен, кто-то недоволен, хотя продавцы обычно говорят, что вот все берут их, раскупают как горячие пирожки. И, в общем-то, не думаю, что они лукавят, зачастую, может, и хотят как лучше даже. Интересно, что искровой зазор маловат. 0,75 где-то получается. Вот такая вот выштамповка, видим, здесь как вмятина, как прессом вдавили часть электрода, и вот он направился боковой к центральному, выступает. То есть это не напайка, а как бы вот выштамповка. Свеча никелевая. Ну да, вот 0,7 пролетает свободно, а 0,8 уже прям не идет. Где-то 0,75, что все-таки маловато. Кстати, может, это сделано не случайно, потому что выгорать-то более тонкий электрод будет быстрее. Ведь сплав самый обычный, никелевый, а толщина электродов уменьшена. Как бы, хоть это и преподносится как положительная фишка, выгорать они будут однозначно быстрее. Маркировка, надпись нанесена точками. Это в том числе один из признаков оригинальности. Вот хорошо видно наподобие лазерной такой вот гравировки. И на поделках до сих пор такого не бывает. Тут тоже абсолютно плоская часть обычных поделок. Но, в общем, это точно оригинал. Еще целый ряд признаков. И вот сейчас уже я буду показывать, в чем фишка. Почему я не очень доволен этими свечами именно для корейцев. Обратите внимание на разницу в длине. Вот даже по электродам сориентируйтесь. Резьбовая часть одинаковая, а вылет электродов, посмотрите, как сильно отличается. Абсолютно симметрично свечки положил. Слева у нас это самая Denso TT, справа NGK LZKR 6V10E. Такие из завода бывают в G4FC. Сейчас все с чемпионами сравним оригинальными. Вот, пожалуйста, слева чемпион. Тоже отработал свое в G4FC. В продукт линии 2 в упаковке такие свечки бывают. Да и с завода они тоже нередко шли. Посмотрите тоже, какая разница. По вылету центрального электрода, даже по изолятору видно, насколько больше утоплен. Сейчас более наглядно замерим эту разницу, но уже понятно, что уже и теплоотвод будет другой. И искрообразование тоже уже не такое, как задумано с заводом-производителем автомобиля. Один из плюсов, заявленный на официальном сайте Denso, вот у этих свечей, как плюс заявляется их универсальность. То, что они подходят на много авто разных производителей, не только корейских, на разные движки. Но согласитесь, вот тут как раз таки универсальность хороша, если только для самого завода-изготовителя свечей, а не для автомобиля и не для нас с вами. Наштамповали нечто усредненное по параметрам, что не сломает эти моторы, они как-то более-менее будут работать, но и не идеально подходит. Сейчас вот постараюсь поточнее показать отличия. Тут смотрим ровно вот 30 мм, хоть НЖК, хоть чемпион, ровно 30 мм. Вот у нас НЖК, все так же в этом плане параметр, как и у чемпиона. Замечу, что официальные дилеры Hyundai и Kia ставят периодически как НЖК, также Юратеч бывал и чемпион. А про вот эти Denso я как-то не слыхал, чтобы их ставили дилеры. Ну и вот, смотрите, какая разница с этими Denso получается. Очень большая. Тут, конечно, можно сказать, что те две свечи были, БУ это новое и не сплющено. Это вот колечко уплотнительное, но, согласитесь, не настолько же оно сплющится. Сейчас, впрочем, померяю так, чтобы чтобы это колечко вообще никак не влияло. Ну вот насколько меньше получается. На 3 мм.
Вот с этой стороны еще сравним для большей наглядности, уже без участия уплотнительного кольца. Это были параметры NGK и чемпион. Вот теперь берем Денса. Смотрите, какая разница. Но согласитесь, более чем ощутимая. Да, конечно, если бы оно было настолько же больше, чем штатные стандартные свечи, то все было бы печальней. Да, там же уже были бы в двигателе механические повреждения физические. А здесь вот так все вот универсально и хитро. Также у Денса отличается немного калильное число от этих чемпионов и NGK. Мало того, что у них как бы сама система исчисления различная, ну даже вот сравнивая, есть некоторые отличия. Хоть и не запредельные, но они есть. Также сопротивление я замерял. Также есть отличия. И в итоге вот с каждого параметра, если учесть, ну что получается? Что совсем уже не тот продукт, который идет с завода и рекомендуется дилерами и производителями авто. Ну вот напоследок еще раз покажу просто рядом Денса с NGK, Денса с чемпион. По личным наблюдениям на Денса мягче холостой ход и меньше отдачи на уже в движении на оборотах. То есть без нагрузки с Денса двигатель как бы мягче работает, а под нагрузкой наоборот уже от него меньше отдачи, и вибрации появляются. Видно, что движку не так, что ему тяжело. Ну конечно, ну согласитесь, какая разница большая, да. Даже без всяких линеек видно. Ну, надеюсь, было полезно. Все-таки рекомендую ставить именно то, что идет с завода, то, что рекомендуется производителям автомобилей, дилерами. То есть сейчас столько разных аналогов, и по фильтрам там тоже сколько разных разбродов по всем параметрам. Всем удачи, до встречи, пока.